Китай занимает третье место в мире по площади, уступая только России и Канаде, и второе место по численности населения, пропустив вперед Индию, которая сравнительно недавно вышла в лидеры. Вопрос о том, в чем именно Китай является первым, остается открытым. Возможно, в экономике, хотя в современных условиях все труднее назвать единственного глобального лидера. Однако существует сфера, где у Китая нет соперников. Это Азия, его собственный регион. Ранее уже шла речь о китайских интересах и инструментах расширения влияния в Африке, а также о схожих подходах, которые Пекин использует в Латинской Америке, где в 2022 году Китай стал вторым по значимости торговым партнером. Тем не менее, все это бледнеет на фоне того, как Китай действует в непосредственной близости от своих границ и на какие шаги он готов идти ради защиты собственных стратегических интересов. Центральная Азия попала в зону особого внимания Пекина практически сразу после распада Советского Союза. Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения на протяжении многих лет рассматривают Китай как ключевого партнера, готового предоставлять щедрые кредиты и финансировать масштабные и технически сложные экономические проекты. Торговля, инвестиции и крупные инфраструктурные стройки стали фундаментом китайского присутствия в регионе. Будучи крупнейшим в мире потребителем нефти, газа и множества других ресурсов, Пекин прекрасно осознает энергетическую значимость Центральной Азии, богатой полезными ископаемыми. Не менее важным фактором является стремление Китая обеспечить устойчивые и надежные маршруты доставки собственных товаров в Европу. Мегапроект «Один пояс, один путь» проходит через все страны региона, и к 2022 году на его реализацию было потрачено более $1 триллиона. Существует и еще одна, не менее значимая причина интереса Китая к Центральной Азии. Таджикистан и Узбекистан играют роль своеобразного буфера между Афганистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, самым закрытым и проблемным регионом страны, который и без того регулярно оказывается в центре внимания мировых СМИ, а непосредственное соседство с нестабильным Афганистаном лишь усугубило бы ситуацию. Помимо прямых инвестиций и кредитования, Китай время от времени оказывает союзникам безвозмездную финансовую помощь. В 2022 году Пекин направил Астане, Бишкеку, Ташкенту и Душанбе $500 миллионов на реализацию социально значимых проектов, а также предоставляет квоты на бесплатное обучение в китайских университетах и на производственных предприятиях. Однако, как и в других регионах, в Центральной Азии бесплатного сыра не бывает. Главным инструментом китайской мягкой силы остаются кредиты, и долговая нагрузка по ним у всех стран региона, за исключением Казахстана и Туркмении, растет стремительными темпами. Совокупный долг Таджикистана перед китайскими банками составляет около 35% ВВП, 35% ВВП, Киргизии — 22%, Узбекистана — примерно 20%. В результате власти этих государств нередко оказываются вынуждены передавать Китаю в собственность инфраструктурные, добывающие и промышленные объекты. Так, в 2021 году президент Киргизии Садыр Жапаров открыто заявлял, что при отсутствии новых источников финансирования страна может быть вынуждена передать КНР крупную теплоэлектростанцию и несколько стратегически важных автодорог. В Таджикистане китайские компании контролируют около 80% предприятий по добыче золота, а в 2011 году республика передала Китаю примерно 1000 квадратных километров территории в рамках нового пограничного соглашения. Этот участок, расположенный в горах Памира, составлял около 1% площади страны
и был объявлен таджикскими властями дипломатической победой, с чем местное население вряд ли согласилось бы. При этом подобный исход нельзя считать наихудшим из возможных, и далее становится понятно, почему. Соперничество Китая и Индии выходит далеко за рамки демографических показателей. У двух государств существует множество причин для конкуренции и немало точек соприкосновения, однако территориальные споры остаются одними из самых острых. Основной узел противоречий расположен в Гималаях, где еще британские военные, разделявшие Британскую Индию и империю Цин, провели границы, не задумываясь о том, что высокогорный регион со средней высотой около 6000 метров станет источником конфликтов на десятилетия вперед. В 1914 году британский генерал Макмагон провел линию, названную впоследствии его именем, договорившись с властями Тибета, независимость которого Китай не признает, а, следовательно, не признает и саму линию. Ключевые события разворачиваются в Кашмире, огромном гималайском регионе на стыке границ Индии, Пакистана, Китая и Афганистана, который во всех этих странах называют «крышей мира», и который на протяжении многих десятилетий остается разделенным. Одной из причин кровопролитной китайско-индийской войны 1962 года стало обнаружение Индией строительства Китаем стратегической автотрассы через плато Аксайчин, соединяющей Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Дели всегда рассматривал это плато как неотъемлемую часть своей исторической территории. В августе 2019 года Индия лишила Кашмир автономии и создала новую федеральную территорию Ладак, включив в ее состав и Аксайчин, что немедленно вызвало резкую реакцию Пекина. В 2020 году на этом же плато произошло еще одно крайне необычное столкновение. Около 50 индийских и примерно 300 китайских военнослужащих, словно по негласному соглашению, не использовали огнестрельное оружие, и бой больше напоминал массовую уличную драку или средневековое побоище. Стороны сошлись в рукопашную, применяя арматуру, кастеты, дубинки с колючей проволокой и камни. Погибли по меньшей мере 20 индийских солдат. С китайской стороны также были убиты и раненые. При этом многие индийские военнослужащие погибли, пытаясь спастись и прыгая в ледяные воды реки Галван, протекающей на высоте почти 4,5 километров. 10 индийских пограничников были взяты в плен, но позднее освобождены после переговоров. Столкновение началось после того, как индийские военные сожгли обнаруженные ими китайские палатки в районе, где, по мнению Дели, присутствие китайской стороны было недопустимо. Примечательно, что глобальный китайский проект «Один пояс, один путь» практически полностью обходит Индию стороной, а попытки наладить полноценный диалог между двумя державами упираются в фундаментальное расхождение подходов. Китай не воспринимает Индию как равноправного партнера, считая, что она существует на своей волне. Южно-Китайское море представляет собой еще один ключевой узел регионального противостояния. Ежегодный товарооборот, проходящий через этот морской коридор, оценивается примерно в $3,5 триллиона, что составляет около 1/3 всех мировых морских перевозок. Морские недра потенциально богаты нефтью и газом, а многие районы отличаются высокими рыбопромысловыми ресурсами, поэтому неудивительно, что здесь сталкиваются интересы сразу 7 государств. Однако именно Китай действует наиболее напористо, не только оспаривая морские границы соседей, но и стремясь установить собственную гегемонию. Территориальные притязания Пекина опираются на неоднозначную карту 1940 года с так называемой «линией 9 пунктиров», которая охватывает около 90% акватории Южно-Китайского моря и простирается на 2000 километров от материкового Китая,
что вызывает резкое неприятие со стороны прибрежных государств. В течение долгого времени конфликт носил преимущественно дипломатический характер, однако в 2013 году Китай приступил к активному освоению спорных территорий, прежде всего островов Спратли, на которые также претендуют Филиппины, Вьетнам, Малайзия и Тайвань. К 2016 году Китай намыл около 3000 гектаров суши и, несмотря на решение Международного суда в пользу Филиппин, разместил на этих островах военные объекты, включая военно-морские базы, системы ПВО и ПРО, аэродромы, порты и радиолокационные станции. При этом береговая охрана КНР на невоенных судах мягко, но настойчиво демонстрирует фактический контроль над акваторией. Этот морской маршрут жизненно важен не только для Китая, но и для Индии, Японии и Австралии, для которых любые перебои в судоходстве имели бы катастрофические последствия. Дополнительное стратегическое значение имеют Парасельские острова, расположенные к юго-востоку от Хайнаня и оспариваемые Китаем, Вьетнамом и Тайванем. Они выполняют роль защитного щита для острова, где базируется китайский подводный ядерный флот, а контроль над ними в сочетании с Хайнанем дает Пекину возможность в случае конфликта фактически рассечь Вьетнам надвое. Китай последовательно укрепляет свои позиции, контролируя несколько островов и разместив крупную военную базу на острове Вуди. Захват в 2012 году отмели Скарборо у берегов Филиппин стал еще одним важным стратегическим успехом Пекина, продемонстрировав ограниченность американской поддержки союзников и позволив Китаю получить ключ к выходу в Тихий океан через первую цепь островов. Южно-Китайское море остается ареной противостояния Китая и Соединенных Штатов, поскольку значительная часть китайского товарооборота проходит именно здесь, и его блокировка нанесла бы серьезный удар по экономике КНР, хотя одновременно пострадали бы и США, тесно связанные с китайским импортом. Отношения Китая с Вьетнамом отличаются особой сложностью и многослойностью. От древней зависимости и тысячелетнего подчинения через войны, идеологическую близость и конфликты эпохи Холодной войны к нынешнему всеобъемлющему стратегическому партнерству, за внешней формальностью которого скрываются глубокие противоречия, территориальные споры и экономический перекос в пользу Пекина. Австралия, в свою очередь, рассматривает рост китайского влияния в Тихоокеанском регионе как прямую угрозу собственной безопасности и делает ставку на союз США, предоставляя им стратегическую инфраструктуру и выступая активным противовесом китайским инвестициям и инициативам, несмотря на то, что Китай остается ее крупнейшим торговым партнером. Япония же несет тяжелое историческое наследие отношений с Китаем, от роли ученика и восточного варвара до агрессора и оккупанта в первой половине XX века, что сформировало глубоко укоренившееся недоверие и враждебность, сохраняющиеся и сегодня, несмотря на тесную экономическую взаимозависимость. В итоге Китай превратился в самого мощного и влиятельного игрока в Азии, и какие бы планы он ни выстраивал, всем государствам региона приходится учитывать позицию Пекина, при этом в обозримой перспективе серьезных изменений сложившегося баланса сил ожидать не приходится. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.